Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей и подписчиков. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, пожелания, очень приятно. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже не раз работали, да, и с новым узорчиком. Ниточки перемотаны, просто моточек уже. Это вот такие вот ниточки, называются они Alize Diva. Здесь получается, смотрите, в 100 граммах 350 метров. То есть это толщина такая вот ниточки. И смотрите, здесь получается состав. Это стопроцентная микрофибра. И крючок советуют производители брать от единички до троечки, в зависимости от узорчика, от плотности вашего вязания. Я сегодня возьму крючок номер 2. Я вязала данную ниточку крючком номер 3, но возьму крючок номер 2. Напомню, что вы берете любую пряжу, узорчики универсальные, берете пряжу, какая у вас есть, и берете соответствующий данной пряжи крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелькам, 6 петелек. И, ну, давайте я, например, наберу, в силу того, что крючок тоненький, ниточка тоненькая, я наберу 7 раппортов, да, это получается 6 и 7, 42. И еще одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Я набираю 43 воздушные петельки, а вы набирайте сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь начинаем. Я провязываю 43 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Вот мой будущий образец. Далее настоятельно рекомендую всем новичкам сделать вспомогательный дополнительный ряд, состоящий из столбиков с накидом, чтобы мы не запутались в воздушных петельках. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид в пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И так мы провязываем в каждую петельку, ныряем. Аккуратненько, медленно провязываем столбики с накидом. Будь то вы новичок, будь то опытный мастер, все равно первый ряд вяжется все время чуть медленнее, чем все остальные. Поэтому аккуратно, медитативно набираем столбики и сами себя контролируем. Должно получиться столько же столбиков, сколько вы набрали петелек. То есть если я набрала 43 воздушные петельки, у меня должно получиться 43 столбика с накидом. Вы набираете точно так же, как у вас. Сколько петелек, столько столбиков. Итак, 3 первые петельки подъема мы считаем за столбик. Это имитация столбика с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот наш ряд наших столбиков готов. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее по узорчику делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. То есть получается мы набрали 5 воздушных петелек изначально. Далее смотрите, накид. И мы пропускаем один столбик. Вот первый мы провязали. Один столбик пропускаем. И вот следующий столбик нырнули. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Накид. Следующий столбик. Нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. 3 петельки на крючке. И еще раз накид, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. У нас теперь 4 петельки на крючке. Мы их провязываем все вместе и обязательно зафиксируем. Вот, у нас получилось вот такие вот 3 столбика с одной верхушкой. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем один столбик снизу и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Вот. И у нас получается вот такая вот картина. Далее повторение. 2 воздушные петельки. Опять один столбик пропускаем, следующий столбик провязываем. Столбик с накидом не полностью, только 2 петельки и все, стоп. Накид, второй столбик точно так же, стоп. Накид, третий столбик точно так же, стоп. 4 столбика провязали вместе, обязательно зафиксировали. Опять 2 воздушные петельки, пропустили столбик и в следующий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Понятно?
И вот так вот вы чередуете столбик и, как мы назовем, метелочка наоборот, да, метелочка, столбик, метелочка, столбик, метелочка, столбик, метелочка и так далее до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот наши метелочки, столбики готовы. И заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. 2 воздушные петельки и столбик с накидом. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. И перепрыгиваем наши воздушные петельки. Вот верхушка нашей метелочки. В верхушку нырнули, провязали столбик без накида. Есть. Далее опять 2 воздушные петельки. И присоединяемся к столбику. И в столбик, в верхушку столбика провязываем столбик без накида. Угу. 2 воздушные петельки. Опять в верхушку метелочки столбик без накида. 2 воздушные петельки. В верхушку столбика, одиноко стоящего, столбик без накида. И так далее. Вы продолжаете до конца ряда. То есть ничего сложного. У вас 2 воздушные петельки, столбик, 2 воздушные петельки, столбик, 2 воздушные петельки, столбик. Понятно, да? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас опять встречаю. Несложно, у вас получится. Так, смотрите. Вот что должно по итогу у вас получиться. Закончили мы ряд точно так же столбиком без накида. Помните, делали 3 петельки подъема и 2 петельки по узорчику. Так вот, в третью петельку мы сделали столбик без накида. Далее, смотрите, 3 петельки подъема опять. Раз, два, три. Поворот. Опять делаем 2 петельки воздушные по узорчику. Раз, два. Итого у нас получилось 5 воздушных петелек. А теперь смотрите внимательно. Накид. И вы можете, смотрите, сейчас сделаю один вариант, потом сделаю другой вариант. Ныряете в арочку. Вот у нас арочка из 2 воздушных петелек. Провязываете столбик не полностью. 2 петельки. Все. Стоп. Накид. Дальше столбик в столбик. Опять не полностью. 2 петельки. Стоп. Накид. И в арочку следующую. Неполный также столбик с накидом. 2 петельки. Стоп. 4 петельки на крючке. Провязали их вместе. Зафиксировали. Опять 2 воздушные петельки. Так, а теперь смотрите внимательно. Делаем накид. И опускаемся вот к столбику с накидом. Смотрите как. Захватываем этот столбик сзади наперед. Вот таким вот образом. Вытягиваем ниточку. И в силу того, что мы опустились аж на 2 ряда, будем провязывать столбик с накидом. Смотрите как. Вначале 1 петелька, потом 2, потом 2. Мы как бы удлиняем наш столбик. Получится вот такой вот рельеф. 2 воздушные петельки опять. И смотрите, мы здесь должны будем провязать точно такую же метелочку. Видите, метелочка получилась. Вы можете нырять непосредственно в арочку, как я только что показала, а можете в петельку. Смотрите, накид. Ныряем в петельку. У нас здесь было 2 воздушные петельки. В петельку от арочки. Видите? Провязали 2 петельки, стоп. Накид. Затем столбик в столбик. Сейчас столбик в столбик. 2 петельки провязали, стоп. Накид. И у нас следующая идет арочка, да? И ныряем не в арочку, а непосредственно в петельку. И провязываем 2 петельки, стоп. Теперь 4 петельки провязали вместе и зафиксировали. Вот. Смотрите, кому как удобнее. Мне кажется, что аккуратнее, когда в петельку. А когда непосредственно в арочку, немножко рыхловато, дребловато. Но если вам позволяет пряжа, позволяет крючок, позволяет зрение, делайте в петельку. Если не позволяет, не ломайте зрение, делайте как вам удобно. Понятно? Дальше опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И провязываем рельефный столбик. Он называется рельефный лицевой столбик с накидом. Опускаемся именно к столбику с накидом. Понятно? Захватываем сзади наперед. Вытянули ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Понятно? Вот. И у вас получается вот такая вот картина. Дальше опять 2 воздушные петельки и опять такая же метелочка. Но смотрите, либо в арочку, либо в петельку. Раз. В столбик. 2. И либо в арочку, либо в петельку. 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И опять рельефный лицевой столбик с накидом. И провязываем его, получается, немножко удлиненным. Мы его провязываем вначале 1 петельку. 1, 2, 2. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Посмотрим, что получится.
Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. Делали мы 3 петельки подъема, значит, здесь у нас будет просто в столбик, не рельефный столбик, а обычный столбик с накидом. Понятно, да? Вот такая вот красота. Видите, рельеф начинает немножечко вырисовываться. Далее что мы делаем? Одна воздушная петелька, поворот, и сюда же ныряем, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки, раз, два, и вот нашу метелочку, да, нашу верхушку нашего столбика делаем столбик без накида. 2 воздушные петельки, и там, где наш был рельефный лицевой столбик с накидом, за верхушку беремся и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки за метелочку, за верхушку столбик без накида. 2 воздушные петельки за столбик рельефный беремся, провязываем столбик без накида. То есть мы также провязывали с вами вот второй ряд нашего узорчика. Поняли, да? То есть повторяем. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот что у нас получается, когда мы провязали наши воздушные петельки со столбиками без накида. И далее, смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 2 петельки по узорчику. Раз, два. Это получается 5 воздушных петелек у нас получилось здесь. И дальше мы начинаем опять провязывать те же самые метелочки. Видите, метелочка под метелочкой, столбик под столбиком, метелочка под метелочкой, столбик под столбиком. То есть опять же, либо вы ныряете в арочку, так, если вам так удобно ныряете, провязываете столбик с накидом не полностью, второй столбик, третий столбик, все вместе опять провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. Не забывайте, что здесь вы будете сейчас провязывать рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Вот, именно опустились к столбику с накидом. Понятно? Не без накида, а с накидом. Захватили сзади наперед столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. Таким образом, мы как бы увеличиваем наш столбик. Если мы провяжем обычным способом по 2 петельки, у нас вязание зажулькается, вот так вот стянется. Понятно? Все, опять 2 воздушные петельки. И опять же, либо непосредственно в арочку, либо в петельку. Петелька, столбик, петелька. Угу. И опять провязываете все петельки вместе, фиксируйте 2 воздушные петельки и так далее, так далее, так далее. То есть получается, ваш узорчик представляет собой всего лишь 2 ряда. В одном ряду вы делаете рельефные столбики вот с такими вот метелочками, да, рельефные метелочки, а обратно возвращаетесь, провязываете воздушные петельки, столбик, воздушные петельки, столбик, воздушные петельки, столбик. Все. И так до нужного вам размера. И вроде как бы зрительно получается как бы и квадратики, да, но необычные. Итак, кто разбирается в схемках, я прикладываю сюда схемку, можете сами себя контролировать, посмотреть. Новички, кто не разбирается в схемках, посмотрите, получается, данную схемку, вы поймете, что она очень легкая. Вы увидите, где столбики, вы увидите, где воздушные петельки. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Угу, получится очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я довязала несколько рядочков. Вот в итоге какая получается красота. Видите, как интересно, здорово и несложно. Конечно, это будет узорчик односторонний, да, то есть рельеф будет только с одной стороны. Видите, как здорово. Как вам? Надеюсь, вам понравилось. Давайте замерим нашу красоту сегодняшнюю. Итак, я набирала 43 воздушные петельки. Если этим же крючком, этой же пряжей, этой же плотностью вязания, как у меня, да, у нас получается это, ну вот 16 сантиметров точно, да, там с хвостиком, с небольшим. И тут получается как бы одна метелочка, да, это, ну, 2 ряда, да, помните даже, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И первый наборный 19 вяжется вообще очень-очень просто, с закрытыми глазами. Это у нас, смотрите, 11 сантиметров. Как вам? В копилочку ваших узорчиков, будь то летних, будь то демисезонных, вот так тянется и вот так тянется. Ну, чуть-чуть, да? Берете любую пряжу, не обязательно летнюю, берите демисезонную, берите пряжу там, может быть, с шерстью, там, с ангоркой, ну, любую. Естественно, у вас будут вещи какие. Это может быть снудик, кардиганчик, кофточка зимняя, может быть, жилеточка, может быть. Ну, а летние вещи, понятное дело, что это хлопочек, микрофибра, да? И вот у вас такая будет красота. Как вам? Вязали таким узорчиком? Пишите обязательно комментарий, потому что смотрите, да, а покомментируют не все. Мне просто интересно, что можно придумать с данным узорчиком. И если вы вязали, обязательно напишите, что вязали.
какой пряжей вязали. Мгм. Ну и многие что-то задают вопросы, тоже отвечайте на эти вопросы. Не только я. Мгм. Договорились? Итак, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Также нажимайте на колокольчик, самый верхний колокольчик, да, должен быть темненьким, тогда вам будут приходить уведомления о всех новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Также внизу под видео находится справа внизу плюсик. Нажимайте на плюсик, сохраняйте себе в свои плейлисты и смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.